Индомитоциновая мазь. Какими свойствами обладает индомитоциновая мазь? Какие показания к применению? В каких случаях нужна осторожность? Смотрите видео до конца, расскажем про возможности и эффективность индомитоциновой мази. Индомитоциновая мазь является средством, снимающим боль и воспаление. Она достаточно эффективна и стоит совсем недорого. Какими свойствами обладает индомитоциновая мазь? Действующим веществом этого лекарственного средства является индомитоцин. Это нестероидное противовоспалительное средство. В 1 грамме мази содержится 0,1 грамм индомитоцина. Индомитоциновая мазь воздействует непосредственно на очаг воспаления при нанесении ее на кожу в месте развития патологического процесса. Индомитоцин блокирует синтез воспалительных медиаторов, за счет чего уменьшаются симптомы воспаления, понижается местная температура, над местом воспаления кожа перестает быть горячей, значительно менее выраженной становится гиперемия, проходит отечность, исчезают болевые ощущения. Индомитоцин при наружном применении проходит через кожу и оседает в подлежащих тканях. Действие его распространяется на подкожную клетчатку, мышечную ткань, структурную составляющую суставов, включающие связки, фасции и суставную капсулу, надкостницу. Индомитоциновая мазь обладает противовоспалительными, жаропонижающими, обезболивающими, противоотечными свойствами. В результате действия мази восстанавливается работоспособность в полном объеме опорно-двигательного аппарата, утраченная в результате воспаления или травмы. Перед тем, как продолжить видео, приглашаем подписаться на канал, чтобы регулярно получать информацию о темах новых сюжетов. Какие показания к применению? Используется эндомитоциновая мазь для купирования таких клинических появлений, как боли в костях и суставах, мышечные спазмы, посттравматические гематомы, невралгии. Ее применяют при ревматоидном полиартрите, поражении суставов при ревматизме, суставных поражениях, возникающих при подагре и псориазе на фоне инфекционных заболеваний, артралгиях при дегенеративно-дистрофических нарушениях в суставах, артрозах, заболеваниях позвоночника, сопровождающихся болью и дисфункцией, воспалении мышц и связок, растяжениях, кровоподтеках, ушибах. Применяют мазь осторожно, втирая в кожу в проблемных местах. В течение суток возможно повторное использование, но не более 3 раз. Напишите в комментариях, приходилось ли вам пользоваться этой мазью. В каких случаях нужна осторожность? Не стоит применять эндомитоциновую мазь при наличии аллергии на эндомитоцин, который ранее был использован в таблетках. С осторожностью следует использовать, если ранее была реакция на соединения, содержащие другие лекарства из группы нестероидных противовоспалительных средств. Не рекомендуется применять во время вынашивания ребенка и в период кормления грудью, детям до достижения возраста 15 лет, и если есть аллергия на аспирин, наносить на слизистые оболочки. При использовании возможно появление таких побочных реакций, как раздражение кожи, симптомы дерматита. Если препарат используется длительно, то следует контролировать общий анализ крови, поскольку возможно влияние на синтез лейкоцитов и тромбоцитов. Когда помимо эндомитоциновой мази используются антибактериальные средства, сахароснижающие препараты, антикоагулянты, то следует контролировать основные показатели крови, параметры свертывающей системы крови, уровень сахара и печеночных ферментов. Не стоит сочетать применение эндомитоциновой мази вместе с другими препаратами из этой группы, кортикостероидами, поскольку повышается вероятность развития нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Если по клиническим показаниям надо применять именно такие сочетания лекарственных средств, то для желудка требуется назначение обволакивающих киселей или медикаментозных средств, защищающих слизистую оболочку желудка.